Как приготовить корейское барбекю дома? Все вы знаете либо слышали про формат ресторанов, когда у вас в центре стола стоит гриль, на котором жарится мясо, а вокруг него стоит большое количество салатов, зелени и закусок. И сегодня я покажу, как организовать такой формат у себя дома, какую посуду под это использовать. Покажу правильный набор закусок, вспомогательные блюда, какие соусы и маринады под мясо смешиваются, и самое главное, расскажу, как правильно это есть и сочетать между собой, чтобы получить максимальное удовольствие. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Корейское барбекю явление во многом уникальное, и большинство людей, побывав в Корее и сходив в барбекю-ресторан, конечно же хотят повторить этот опыт. Сейчас ресторанов с таким форматом большое количество по всему миру, однако далеко не всегда можно назвать эти места качественными. Где-то косячат с подачей, где-то с мясом, где-то с закусками, а где-то и вовсе самим грилем, и зачастую вы едите не жареное мясо, а тушеное. Ну а как говорится в одной известной поговорке, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Чем мы сейчас и займемся. Поэтому устраивайтесь поудобнее, ну а я приступаю к готовке. Итак, первым делом давайте подготовим мясо. Сегодня я покажу вам, как готовить культовое блюдо самгёпсаль, а также говядину кальби. Начнем, конечно же, с самгёпсаля. Так называют в Корее свиную грудинку. Часто я в комментариях вижу мнение, что это сало. Но нет, это не оно. Сало — это практически чистый подкожный свиной жир, который еще и берется с другой части туши. Грудинка же — это самая нежная часть, и в первую очередь это мясо, но с прослойками жира. В переводе с корейского она дословно и переводится как 3 слоя мяса. Берем грудинку и подготавливаем порционные куски. Для этого я этот большой кусок разделю пополам, а далее вдоль на 3 части. Не нарезайте грудинку тонко, мы не бекон готовим. Если хотите максимально сочный и вкусный самгёпсаль, нарезайте на куски вот такой толщины. Далее я рекомендую сделать небольшие надрезы на 1/3 в глубину, либо аж до середины куска. С одной стороны вертикально, а с другой стороны немного наискось. Делать это не обязательно, но таким образом мясо точно хорошо прожарится, а весь лишний жир уйдет, но при этом мясо не потеряет сочности. Далее говядина. Кальби дословно переводится как ребро, но в корейской кухне этот термин более широкий, а не только анатомия говяжьей туши. То есть, говоря простым языком, категория блюда, а не термин мясника. Для данного блюда нужно выбирать самые нежные части говядины с жирком. Очень желательно, чтобы присутствовала мраморность. Таким образом у вас получится максимально нежное мясо. Брать жесткие части без содержания жира я крайне не рекомендую. Говядину также нарезаем на пластины и также делаем небольшие надрезы. Теперь давайте сделаем маринад для говядины. Для этого в миске смешайте соевый соус, сахар, 6% рисовый или яблочный уксус, измельченный чеснок и кунжутное масло. Все граммовки указаны в описании этого видео. Я еще люблю добавлять сливовый сироп, но этот шаг не обязательный. Вместо него вы можете добавить рисовый, кукурузный сироп, либо вовсе мед. Но повторяю, это не обязательно. Теперь хорошо перемешиваем. Далее берем контейнер, немного кладем маринада на дно. Теперь выкладываем говядину. Поливаем равномерно маринадом сверху. Закрываем крышкой и даем говядине постоять хотя бы 30 минут. Но лучше выдержать 2 часа, а в идеальном варианте оставить на всю ночь. Друзья, наверняка некоторые из вас сейчас подумали, что этот маринад очень сильно похож на соус пульгоги. И вы будете правы. Но пульгоги обычно готовят из другой части говядины, а именно из грудинки. Вдобавок, пульгоги это в первую очередь очень тонко нарезанная тушеная говядина. А кальби именно жареная. Причем считается, что правильно жарить кальби именно на углях. Что касается сахара и сиропа. Если вдруг вы не любите сахар, либо у вас нет сиропа, то можете заменить их просто на хорошо измельченную в блендере грушу. Давайте теперь приготовим корейские панчаны. Сегодня я вам покажу базовый минимум, который должен быть на столе во время корейского барбекю. И первыми панчанами будут 2 салата из лука. Один из зеленого, который называется пачори, второй из репчатого лука, который называется янпачорим. Первым делом давайте нарежем зеленый лук. Для этого панчана нам понадобится лук-порей. Его надо нарезать тонкой соломкой. Зеленую часть лука-порей сворачивают таким образом, а далее шинкуют ножом. Белая часть стебля обычно также нарезается, предварительно разрезав его с одной стороны и сложив пластинами друг на друга. Далее репчатый лук. Его мы нарезаем на тонкие полукольца.
Обычно лук нарезают целыми кольцами. И в идеальном варианте делают это на терке, которая позволяет нарезать лук тонкими слайсами. Но у меня такой терки нет, поэтому я нарезаю ножом. Далее порей и репчатый лук нам нужно переложить в глубокие миски и залить холодной водой. Даем им так постоять 15-20 минут, чтобы ушла лишняя горечь. Давайте смешаем соус для репчатого лука. Для этого в миску вливаем соевый соус, добавляем немного горчицы, вливаем воды, также добавляем немного 5-6% уксуса. Рекомендую также добавить пару щепоток сахара и теперь все хорошо перемешиваем. Заправка готова. Итак, время вышло. С помощью дуршлага сливаем воду с лука. Хорошо встряхните его от лишней влаги. Теперь заливаем его приготовленной заправкой. Перемешиваем, и первый салат янпачо рим готов. Теперь давайте заправим второй салат из лука-порей. Сливаем воду. Теперь добавляем красный молотый перец кочукару, соевый соус. По желанию добавляем пару щепоток сахара, кунжутное масло. Перемешиваем. Пачо-ри готов. Далее обязательный панчан к корейскому барбекю – это ростки сои по-корейски, или как он называется в корейской кухне – коннамуль. Для этого ростки сои надо сначала бланшировать 1-2 минуты в кипящей воде. После этого достаем и промываем под холодной водой. Далее встряхиваем, чтобы избавиться от лишней воды. И теперь надо заправить наш салат. Для этого добавляем немного красного молотого перца кочукару. Он, кстати, в этом панчане не обязательный. Далее кладем измельченный чеснок, добавляем рыбный соус, кунжутное масло и теперь хорошо перемешиваем. Если у вас нет рыбного соуса, то замените на соевый. Но на мой вкус рыбный соус в этом панчане обязателен. Еще один салат для корейского барбекю готов. Ну и последний обязательный панчан – это кимчи. Готовить вы его умеете? Если нет, то у меня есть несколько роликов с подробными рецептами. Ссылочку оставлю в описании. Также на столе обязательно должны присутствовать зубчики чеснока, которые можно разделить на несколько частей, если они большие, либо оставить целиком. А также обязателен стручковый острый перец. Его, кстати, можно заменить на неострый болгарский перец. Их мы будем макать в специальный соус самджан и есть вместе с мясом. Давайте, кстати, смешаем этот соус. Его можно купить уже готовым в магазине. Это корейская паста в зеленой коробочке. Но чаще люди покупают другие пасты, а именно кочудян и твенджан. А самджан игнорируют, поэтому давайте покажу, как сделать этот соус самому. Если же вы с корейской кухней только знакомитесь и вам все эти названия ни о чем не говорят, на моем канале есть подробное видео про самые важные ингредиенты корейской кухни. Про соусы, пасты, приправы и так далее. Обязательно посмотрите этот подробный гайд, ссылка также будет в описании. Для самджана нам понадобится паста кочудян и твенджан. Добавляем ложку кочудяна, далее ложку твенджана, добавляем измельченный чеснок, ложку соевого соуса, а также 1 ложку кунжутного масла. Теперь хорошо перемешиваем. Соус самджан готов. Конечно же, во время корейского барбекю на столе должно присутствовать что-нибудь жиденькое. И я сейчас говорю не о бутылочке соджу, я говорю о супе. Традиционно к жареному мясу принято подавать суп из соевой пасты, который называется твенджан чиге. В большинстве барбекю ресторанов в Корее вам его подадут в качестве закуски бесплатно, а где-то он будет стоить символические деньги. Ну и конечно же к нему нужна миска риса. Но рис вы варить умеете, а вот суп давайте покажу, как готовить. Итак, первым делом подготовим все овощи. Сначала нарезаем репчатый лук. Его нарезаем просто крупно. Далее кабачок. Его мы также нарезаем на крупные кусочки. Грибы шиитаке мы нарезаем на пластины. Можете эти грибы заменить на королевскую вешенку. Далее зеленый лук-порей, а также стручковый перец и чеснок. Перец нарезаем на овальчики, а чеснок нарезаем на пластины. В качестве мяса я взял также немного свиной грудинки, но можно взять и другие части свинины, либо и вовсе мясной фарш. Итак, теперь берем сотейник, либо кастрюлю, добавляем немного масла и выкладываем жариться мясо. На сильном огне обжариваем его 2-3 минуты до красивой корочки. Далее закидываем чеснок, пару раз перемешиваем и далее вливаем воду. Добавляем соевый соус, 1 ложку пасты твенджан, а также я рекомендую добавить немного мясной приправы дащида. Закидываем грибы и ждем, когда закипит. Даем покипеть 5 минут. А теперь закидываем кабачок и репчатый лук. Я люблю, когда этот суп немного остренький, поэтому добавляю еще немного красного молотого перца. Но это по желанию.
Варим теперь так 15 минут на среднем огне. В конце закидываем зеленый лук, нарезанные пластины тофу и стручковый перец. Еще пару минут и все, суп готов. Друзья, часто вы в комментариях спрашиваете, можно ли заменить тофу на мягкий рассольный сыр по типу сулугуни либо адыгейского. Друзья, категорически нет, это абсолютно два разных продукта. Поэтому если вдруг у вас нет тофу, то либо купите его, либо вовсе не добавляйте. Но если вы все-таки решили купить, то не покупайте всякие копченые тофу, либо маринованные тофу. Это уже готовые закуски со своим уже вкусом и которые очень сильно повлияют на финальный вкус нашего блюда, а нам этого не надо. Поэтому просто используем обычный свежую тофу и никакой другой. Ну а далее мы переходим к посуде для корейского барбекю. Как вы знаете, для корейского барбекю используются специальные сковороды, и давайте разберемся, чем же они отличаются от обычных. Эти сковороды бывают разных форм. Бывают круглые, бывают квадратные, бывают прямоугольные, бывают, кстати, еще и электрические. Дело в том, что главное отличие – это их конструкция. Если вы посмотрите внимательно, то у них есть специальные желобы, через которые стекает лишний жир. У меня есть 3 таких сковороды. Одна устроена таким образом, что жир весь стекает в середину, и там отверстие, через которое жир попадает в желоб и сливается в миску. Вы можете, кстати, закрыть это отверстие болтом, чтобы жир остался, и потом вы могли обжарить в нем чеснок, кимчи или грибы. Вторая сковорода у меня выпуклая и немного наклонена к краю, когда стоит на плите. У нее этот желоб по краям, то есть мясо жарится обычно в центре, а жир стекает на края сковородки и сливается через отверстие. Третья сковорода у меня выглядит таким образом, и она очень похожа на садж. Тут нет отверстия, но обычно такие сковороды используются не только для жарки мяса, но и готовят на них тушеные блюда. Например, пульгоги, либо, например, блюдо из курицы таккальби. Что насчет дыма? Друзья, по своему опыту скажу, что очень много образуется дыма во время жарки именно говядины и на сильном огне. Если вы жарите свинину на предварительно хорошо разогретой сковороде и потом уменьшаете огонь до среднего, то дыма практически нет. Есть специальные домашние бездымные грили, которые устроены так, что там вся поверхность с отверстиями, и во время жарки весь жир с этой поверхности стекает в специальную емкость с водой, и таким образом не образуется дыма, потому что этот жир просто-напросто не горит. Но я не тестировал эти грили, и, честно говоря, что-то я сомневаюсь, что это в принципе рабочая история. Но есть и другие бездымные грили, а именно электрические, в которые встроена вытяжка, и во время жарки мяса она просто убирает весь дым. Также у этих грилей обычно высокие бортики, чтобы жир не разлетался в стороны. Если вдруг вам интересен обзор на 2 вида таких бездымных грилей, то обязательно ставьте лайк под этим видео и напишите об этом в комментариях, и я тогда себе закажу 2 вида таких грилей и обязательно сниму видео, где я их тестирую на предмет образования дыма от жарки мяса. Но что делать, если вдруг у вас нет специальной сковороды? Просто используйте обычную. Да, обычная сковорода на обычной плите, и просто жарите как обычное мясо. Единственное, что я, конечно, со своей стороны порекомендую вам взять хорошую сковороду, желательно стальную либо чугунную с хорошей теплоемкостью, чтобы у вас мясо именно жарилось. Единственный и главный минус такого подхода заключается в том, что вы не сможете всегда держать мясо горячим, потому что после приготовления вы его выложите на тарелку, поставите на стол, и оно со временем остынет. Но есть, конечно же, и плюсы, а именно то, что у вас, скорее всего, у плиты есть вытяжка, и во время жарки мяса ваша квартира не пропахнет дымом. Ну а также не так будет жалко, если вдруг вы запачкаете поверхность рядом с плитой брызгами жира. Итак, все готово для нашего корейского барбекю. Давайте начинать. Итак, на стол ставим газовую плитку, на нее, соответственно, сковороду для барбекю. Достаем мясо, ставим панчаны, соус, зелень, суп, рис, конечно же. И еще я люблю ставить небольшую миску, в которой смешаны соль, черный молотый перец и кунжутное масло. И чуть не забыл, конечно же не хватает еще королевской вешенки. Ее надо нарезать на пластины и положить рядом с мясом. Их мы тоже будем жарить, они очень вкусные и классно сочетаются с мясом, зеленью и панчанами. Посмотрите, какой у нас красивый и насыщенный стол. Самое время начать жарить мясо. Начать предлагаю именно с самгёпсаля. Для этого включаем плиту и ждем, когда разогреется сковорода. Далее выкладываем грудинку на центр. Сразу мясо не переворачивайте. Дождитесь, когда образуется корочка. Рядом я также выложу кимчи, чеснок и, конечно же, раскис сои. Для удобной жарки нам понадобятся ножницы и щипцы. С помощью них нарежьте кимчи и время от времени переворачивайте его.
Мясо тем временем подрумянилось с двух сторон. Самое время его нарезать. Берем левой рукой щипцы, держим мясо, а правой рукой ножницами нарезаем мясо на брусочки. Иногда вы задаете вопрос, почему нельзя сразу мясо нарезать на порционные куски перед жаркой. Отвечаю, потому что так у вас мясо приготовится сухим. Сразу вытекут все соки из мяса, и оно будет просто невкусным. Поэтому лучше всего нарезать в процессе, используя для этого щипцы и ножницы, потому что это очень удобно. Что касается кимчи, то его жарить не обязательно. Но если у вас есть сильно ферментированное кимчи, то не пожарить его будет просто настоящим преступлением. Как только нарезали все куски, сразу переворачивайте эти брусочки на необжаренную сторону. Теперь все, что остается, вовремя мясо переворачивать, пока оно не подрумянится со всех сторон. Ну все, самгепсаль готов. Самое время его пробовать. Берем лист салата, на него кладем мясо, кусочек жареного кимчи, жареный чеснок, расков сои, обязательно немного соуса самджан, заворачиваем и кладем в рот целиком. Не кусаем, а именно целиком. Жуем и наслаждаемся вкусом. Обязательно попробуйте разные сочетания. Не забывайте про жареное кимчи и раскис сои, а также и про салат из репчатого лука. Я люблю также в лист салата заворачивать мясо, панчан из зеленого лука пачори и свежий чеснок с самджаном. Попробуйте, кстати, окунуть этот завертон немного в миску с кунжутным маслом, это обогатит вкус. Ну и конечно же очень вкусно это закусывать супом и рисом. Часто некоторые пишут, а как же паби? В салат заверни паби. Друзья, нет, в салат рис обычно не заворачивают. Иногда так делают в корейских семьях на постсоветском пространстве. Но вам, если хочется, делайте так на здоровье. Я лично люблю заворачивать листья именно мясо, чеснок и панчаны. А рисом люблю закусывать, особенно с супом. Еще я рекомендую взять рис ложкой, сверху положить кусочек мяса, добавить жареный коннамуль, сверху пачори и все это съесть вместе. Это очень вкусное сочетание. Итак, свинину пожарили. Давайте теперь перейдем к говядине. Она у нас хорошо замариновалась, осталось лишь приготовить. Я буду использовать для нее другую сковороду. Итак, включаем огонь, и как почувствуете, что сковорода разогрелась, выкладывайте мясо. Говядина готовится быстрее, поэтому переворачивайте чаще. Также не забываем, что в маринаде у нас был сахар и сироп, а они быстро карамелизируются, поэтому следите за мясом более пристально. Также нарезаем с помощью щипцов и ножниц и дожариваем с каждой стороны. Ну все, готово. Самое время попробовать. Обязательно убавьте огонь на минимум, чтобы мясо подогревалось, а не продолжало жариться. Также заворачиваем в листья салата. Лучшее сочетание этой говядины с пачори и маринованным репчатым луком. Но можете экспериментировать и добавлять другие панчаны. Говядина у нас получилась максимально нежной и ароматной. Уверен, вы не останетесь равнодушными. Желаю вам приятного аппетита! Друзья, я рассказал про все нюансы приготовления корейского барбекю в домашних условиях. Теперь вы и сами сможете его приготовить и почувствовать, будто вы находитесь в настоящем барбекю-ресторане в самом центре Сеула. Помимо показанных мной сегодня видов барбекю, в корейской кухне есть и другие варианты приготовления свинины и говядины, но таким образом готовят не только мясо, но есть и блюда из курицы, например. Поэтому, если хотите продолжение, то обязательно поставьте лайк под этим видео и напишите об этом в комментариях. Так я пойму, что эта тема вам интересна и стоит ее дальше раскрыть поглубже. Ну а с вами, как обычно, был Денис Кимс. Спасибо вам большое, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно гляньте другие мои видео. Ну и до новых встреч. Всем пока.